Друзья, всем привет! Сегодня начинаем делать пристройку 2,5 на 3 метра. Вот на эту часть она будет сделана. Пристройка будет под душ и туалет. Пристройка будет на винтовых сваях, каркасная. Вот здесь будет сделан проход в дом. Обошьем снаружи и внутри под вагонку. Ну, в принципе, как обычно, все расскажем, покажем. Подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. Закрутили сваи. И вот теперь самый интересный момент. Мы сейчас должны взять нулевую метку. Нулевую метку мы должны взять таким образом, чтобы у нас пол вот нашей новой пристройки совпал с полом, который находится в доме. Вот как нам отбить эту метку? Вот смотрите, самое простое это вот от огна. Вот мы включаем лазерный уровень, вот взяли просто за основу, вот нам так понравилось, что центр петли это будет как бы сейчас временный 0. Это может быть абсолютно любая метка, но просто мы взяли вот себе для удобства вот эту вот нулевую отметку. Я зашел в дом вовнутрь, взял рулетку и упер ее в пол. То есть вот представьте, что я сейчас нахожусь в центре, ну внутри дома, сейчас не пойду туда, просто вам покажу. Вот смотрите, я упер ее в пол и померил расстояние. Вот я упер в пол, там шпунтованная доска, я упер. И вот померил расстояние. Мне там с той стороны показало 109,5 сантиметров. Вот так вот было. Я запомнил эту метку. Теперь я выхожу сюда от этой метки, от этой же вот нулевой метки, вот от этой метки. Я точно так же отмеряю 109,5. 109,5. Все. И поставил вот сюда черточку. Таким образом я перенес метку чистового пола в доме. Вот она здесь находится. Вот. Теперь от этой метки я должен взять толщину пирога. То есть у нас сначала пойдет 150 брус, потом 150 лаги и шпунтованная доска. То есть всего будет 33 сантиметра. И я от этой метки переношу точно так же лазером минус 33 сантиметра. И вот у нас появились вот эти точки. Вот это вот первая линия. Мы сейчас по ней будем срезать. И вот это вот вторая. То же самое, вторая. Вот у нас получились нулевые отметки по полу. Дорогой мой друг, когда ты будешь разводиться со своей женой, точно так же, как тебе не придет в голову отжать у нее кухонный комбайн, вот так вот и ей не придет в голову отжать у тебя офигенный сварочник, который стоит штуку баксов. Мы сейчас выставили доску, и теперь нам надо сделать 90-градусные углы. Вот выставить. Значит, как мы сделали? Вот зашли в приложение, посмотрели, вот поставили метку. Вот видите, сейчас вот это у нас сторона 3 метра, а вот это мы поставили 2,30. Вот отметку сделали. Вот, и в приложении видим, какая у нас диагональ. Вот померили от этой точки до вот этой точки. Вот это расстояние, какое получилось по приложению. Вы сейчас видите на экране. Все, и делаем отметки. Теперь мы поняли, что у нас вот этот угол 90 градусов. Соответственно, этот станет тоже 90 градусов, потому что вот эта доска и вот эта доска у нас 3-метровая. Все, у нас получается ровный прямоугольник. И сейчас будем прибивать. Вот эти гвоздики у нас набиты. Это мы лазером стрельнули. Мы сейчас вот эту точку поднимем к этому гвоздику. Метку дали вот от того, от верха. И получится, что у нас вот этот весь прямоугольник будет в уровне. И мы на него уже будем наставлять лаги пола.
Друзья, давайте расскажу по плану работ, как здесь происходило. Значит, вот смотрите, мы разобрали вот этот вот свес, который здесь был подшит из вагонки. Там он был засыпан керамзитом. То есть керамзит пока временно вывалился, естественно. И получилось так, что, смотрите, мы завели вот стропила у нас доска 40 на 150. То есть вот этот брус, первый этаж, он сделан из бруса. Дальше второй этаж сделан каркасный. И вот в доме получилось так, что у нас мы дошли до стенки, которая сделана из бруса. И получилось так, что вот мы просто стропила вот в тех точках, мы просто ставили на брус, на стенку. То есть вот эта стенка вся из бруса, она просто обшита вагонкой. А вот здесь вот мы ставили, запиливали пятки и уже устанавливали сюда. Значит, расстояние между стропилами у нас по 58 сантиметров. Это сразу же сделали под утеплитель. И какой еще момент, что самое удобное это утеплять именно сверху вниз. То есть не снизу вверху вставлять утеплитель, потому что будет вываливаться и так далее. Поэтому мы сделали как? Сразу же нашили пароизоляцию на скобке, залезли наверх, поставили утеплитель. Давайте покажу, как это выглядит. Вот, собственно, утеплитель. Потом, значит, гидроизоляционная пленка, дышащая мембрана. Потом вентиляционный брусок у нас сделан. И сделана уже обрешетка с шагом 35 сантиметров. Шаг обусловлен именно тем, что металлочерепица, вот это вот расстояние по 35 сантиметров от волны до волны. Поэтому так и сделано. Дальше мы заводим, вот видите, здесь фальцевая кровля старого образца. Мы ее приподняли и заводим металлочерепицу именно под старую кровлю. И то же самое, пленку, которая гидроизоляционная у нас вот здесь вот находится, мы ее тоже заводим кверху. Сейчас, пока наживили временно, сейчас доставим последний лист, вот туда вот вырежем кусок, отмеряем, чтобы было здесь вот у нас в выпуске по 7 сантиметров ровно. Сейчас немножко вправо-влево всю эту кровлю сдвинем. Сейчас временно пока наживляем только стыки. Видите, вот только вот эти места стыков. Сейчас потом поправим и уже вот сюда, вот в эти места все прокрутим. Ну, не в каждую, через одну прокрутим полностью. Сейчас пока наживили только вот так. Сейчас будем утеплять пол. Значит, какой план действий? Мы сейчас подшиваем черновой пол прям снизу. На черновой пол у нас доска дюймовка 25 на 150. Сейчас ее снизу прикручиваем на саморезы. Потом будет ветрозащитная пленка. Вот так вот ее вокруг обведем. Вокруг лак. И уже будем вставлять утеплитель.
Итак, друзья, вот такая вот пристройка получилась. Вид изнутри. Здесь батарея была. Ее попозже перенесут. Вот так вот выглядит. Вот, значит, смотрите, по порогу расскажу. То, что мы с вами мерили, уровень. Вот видите, у нас пол в пристройке практически пришел в уровень с полом в доме. Тут есть небольшой переходик такой миллиметра 3-4. Ну, погрешность при измерениях, и толщина все-таки досок немножко гуляет, поэтому небольшой был переход сделан. И вот тоже смотрите, что мы с вами мерили. Тоже уголком треугольником покажу. Конечно, там не показатель, но все же. Вот видите, углы тоже получились 90 градусов. Вот этот угол. И вот этот. Это вот то, что мы на сваях с вами мерили, когда выставляли обвязку. Вот получилось 90 градусные углы. Обшито все вагонкой. Вот это вот окно, оно вот здесь стояло. Мы его переставили на эту сторону. Здесь будет душевая кабинка. Здесь, наверное, туалет где-то будет в этой стороне. И раковина. По стоимости получилось с материалами и работами 250 тысяч рублей. Размер вот сюда вот 2,5 метра, сюда 3 по наружным стенам. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Так вот снаружи вот такой вид.